Благодаря нашим попыткам найти бюджетный завтрак мы дошли до Пантеона. Это Жабер со своим оркестром. Вот это 18, вот это 22. Соответственно, хватает, в районе 5 евро. Платформа 3/4, не подскажете, как пройти? Дружелюбные французы показывают пальцы, спасибо, что не средние. Так, дорогие друзья, сегодня у нас заключительный день во Франции, но есть нюанс. Сегодня, 10 сентября, французы решили устроить запланированную забастовку. И с самого утра у нас прямо под окнами слышны то вопли, то сирены, видны эти водометы, ходит полиция, часть движения перекрыта. Видно, там в конце улицы еще одна пожарная машина едет. Короче, интересная ситуация. Мы с Лисой сейчас пошли искать обед, вернее завтрак. Нам нужно уехать из Парижа так, чтобы в Базель... Hello. Дружелюбные французы показывают пальцы, спасибо, что не средние. Ну, все-таки они интеллигентные люди. Вот. А ситуация в чем? Нам нужно уехать отсюда таким образом, чтобы в Базель прибыть к 19 часам. Ну, край к 19:30, да. Вот. Но прикол в том, что все сотрудники бюджетной сферы, то есть людей, которые получают оплату своего труда из бюджета, решили устроить забастовку организованную. Соответственно, преподаватели, учителя, врачи, общественный транспорт и так далее, все, кроме жандармов, сегодня бастуют. Мы с утра слышали, как эти люди двигались в центр города. Интересное зрелище, конечно. Вот. Да, это прикольно. Мне кажется, что-то будет сегодня интересное у нас. Интересно и интересным, но дело в том, что проживание в Париже, вообще пребывание в Париже крайне дорогое. Мы вчера не смогли сходить в ресторан, потому что прием пищи без алкоголя нам на двоих минимально выходил в 50 евро. Одно блюдо. Одно блюдо. Это самое... блюдо получается. Да, по блюду на двоих. Короче, ситуация не очень веселая. Так, я знаю, что видела на картах. Вот в Колумбус. Колумбус? Да. Хороший отзыв? Дешевая, да. Дешевая еда. Да. Это Пантеон, кстати, покажи, пожалуйста. Да, я покажу Пантеон. С одной стороны, это грустно, потому что оставаться в Париже дорого. С другой стороны, это классная возможность узнать получше город. Как живут местные жители тут вообще, как они вообще, чем они живут? Ну, судя по тому, что сталкиваются. они могут позволить себе бастовать в рабочий день, живут они неплохо. Да, кстати, о птичках. Автобусы едут городские. Это хорошо. В любом случае, мы сегодня поедем на вокзал, попробуем купить билеты и уточним вообще, насколько вероятно. Что мы сегодня точно уедем или нам опять искать надо проживание? Да. Ну, короче, как-то так. В общем, интересно, посмотрим. Раньше мы забастовки видели только по телевизору. Сегодня прогуляемся в центр города. Попробуем найти место, где собираются люди и выражают свое мнение. Вот, посмотрим, как дебоширят французы. Не по телевизору, а вживую. Благодаря нашим попыткам найти бюджетный завтрак мы дошли до Пантеона. И я уже вижу, что сделали мы это совершенно не зря. Потому что за Пантеоном... Что у нас за Пантеоном, крошечка? Красивое здание. Мы сейчас подойдем, покажем. Вот так будет выглядеть большая часть грузовиков после беспорядков. Этот просто не отмыли. Честно скажу, университет Парижа. Красота. Честно скажу, мы пока что не видим, где должны дебоширить французы, но мы не останавливаем наших поисков. Смотрите, какой молодой человек. Он может держать сразу 3 дамские сумки. Здесь такое общественное пространство, где можно посидеть, переночевать. Может быть, именно здесь мы и будем ночевать, если не будет дождя. Слушай, смотри, туда люди заходят и выходят, а на крыше есть купол и крест. О чем это говорит? О том, что это религиозное учреждение, в которое нам, скорее всего, можно. Каковы твои мысли по поводу сегодняшнего дня? Слушай, в принципе, мне нравится все. Слушай, Я мне даже тоже. немного отдохнула. Я себя чувствую более-менее нормально. Ты моя красотка. Ты рада, что мы не поехали на Лазурный берег Франции? Да, определенно, да. Однозначно. Потому что там ничего такого мы не увидим интересного для нас после поездки в Портофино, я думаю. Да, мы посмотрели фотографии, видео людей, кто был в Ницце.
Да, в это Монако. красиво. Кстати, здесь, по примеру Италии, ну не по примеру, я не знаю, кто первый. В общем, есть кран, в котором можно умыться, и главное налить себе бутылочку питьевой воды. Потрясающая архитектура. И что мне нравится, это отсутствие большого количества темного налета. Потому что, вот, например, в Санкт-Петербурге существенная часть зданий выглядит достаточно в центре города. Выглядит достаточно мрачно. А причиной тому темный налет. Какой-то микромох или что-то в этом духе, что, собственно говоря, и придает такой темный цвет зданиям. А вот в Париже такого нет. Возможно, дело в том, что они периодически эти здания моют, а возможно, дело в том, что здесь другой климат, который не способствует образованию таких наростов. Да, Кнопочка? Я твой капитан очевидность, правильно? Правильно. И что же нам сегодня очевидно? Нам очевидно, что надо пойти позавтракать. Нам очевидно, что мы идем сейчас в это религиозное учреждение, название которого ты сейчас посмотришь в Google картах. Я не знаю, очень много по сравнению с вчерашним и позавчерашним днями полиции. Вот в том месте, где мы живем, прям стоит вереница автобусов. Стоят они все наряженные, в брониках, с винтовками. Вот. Не знаю, может им посоветовать, что ли, комиссару Жеберу позвонить, там Эмильена привлечь. Вот. Я думаю, эти ребята справятся. Возможно, Эмильена привлекут также. Не Эмильена, а Даниэля, чтобы оперативно доставить комиссара Жебера с Эмильеном. В общем, не знаю, наверное, все-таки надо подойти им что-то посоветовать. Увидел вот такую интересную технологию при проведении строительных работ, которая позволяет минимизировать выброс строительной пыли и грязи в окружающее пространство. Вот. Уже видел несколько таких строительных площадок, строительных работ, где вот так все затянуто в термопленку. Прям видно, что ее грели какой-то пушкой или феном, она принимала форму по каркасу, на который она натянута. Вот. И если залезть туда под забор, посмотреть, заглянуть вглубь, то видно, что там как раз-таки пыль и грязь есть, а вот снаружи ее нету. Мне кажется, нашим строителям, деятелям следует перенять эту технологию, потому что у нас любой ремонт, даже если это просто покраска или побелка здания, они, собственно говоря, сопровождаются большим количеством грязи, которую никто потом убирать не собирается. Да, крошечка? Ты рассказывал о строении этого здания? Да, я решил поделиться секретом, очень важным секретом, с нашими соотечественниками, которые занимаются проведением наружных ремонтных работ. Так. Вот. Возможно, когда-нибудь ко мне прислушаются. А может быть, скажут, что я просто умник. Хренов. Да, хренов умник. Тоже. Раз такой умный, возьми сам и сделай. У нас Я? так всегда и бывает. Слушай, к сожалению, да. Слушай, ну ты помнишь, когда проезжаешь этот ЖК, который строится на Серпа и Молота, вместо завода Серп и Молот? Там же вообще атас. Там несколько кварталов просто угажены. Там эта грязь доходит до улиц, которые находятся в нескольких километрах
от этой стройки. Конечно, она не таким явным очевидным образом, но если помыть асфальт, то становится видно, что грязь все-таки есть. Слушай, вот только рассказал о том, как французы умеют чисто и аккуратно проводить ремонт, и вот тебе, пожалуйста. Ребят, ну что ж, подводят, да. Но поскольку мы объективные, мы показываем все как есть. Где-то заматывают, где-то нет. Вот такие вот новости, друзья. Слушай, здесь, честно скажу, у меня заведение не вызывает желания в него присесть. Поэтому пойдем дальше. Как нас вчера из магазина выпроводили? Да, в 10 часов ехать. Слава богу, на самом деле, что здесь магазины хотя бы до 10 вечера открыты. На самом деле нас начали выпроваживать без 15:10. Да. Причем в том формате, что там ты стоишь, ковыряешься в открытом холодильнике с едой, и подходит там сотрудник, говорит, что нам нужно уйти и закрывать прямо перед твоим носом холодильник, из которого ты хотел взять еду. И при попытке повторно его открыть, его тут же при тебе же закрывают. Ну, мне, в общем-то, вчера буквально чудом удалось взять свою порцию еды. Так. Там, где мы вчера с тобой завтракали. Да, я думаю, это Потому наиболее что верное у нас решение. время ограничено, к сожалению, пока что. Мы сейчас возьмем еду. Опа. Кстати, такой ножничек. Платформа 3/4, не подскажете, как пройти? Вот мы возвращаемся в кафе, в котором завтракали вчера. Мы не очень любим ходить дважды в одно и то же место, но сейчас такова ситуация. Сегодня у нас чуть более масштабный завтрак. Решили поплотнее поесть. Да, так вот, чтобы было слышно нас обоих. Надеюсь, слышно не только заведение. И как я открываю свой багет. Да. Кроша. Приятного аппетита, да. Да, всем приятного аппетита. Такой завтрак нам обошелся в 28,80. Вот, взяли еды чуть побольше. Ирма Георгиевна сегодня с нами. А вот для нее взяли багетик целый один. Да, с рыбкой. Да. Всем приятного аппетита. Спасибо. Дорогие друзья, мы выселились из отеля и сейчас вышли на улицу погулять. Здесь проходит какой-то концерт, там стоят люди, у них флаги какие-то, плакаты. Вот сейчас выступает девушка, до этого они пели песню под музыкальный инструмент, какая-то труба. Вот там стоит полиция, все это дело охраняет. Контролирует. Да, в принципе, у нас концерты проходят примерно точно так же. Какой-то они... Университет публик... это, похоже, выступает ансамбль публичного университета. Слушай, как хорошо. Вот у тебя была в вузе как-то самодеятельность, внеучебная деятельность? Не, ну может тут и было, но я только не участвовала. Но ты не участвовала. Да. Вот, а здесь студенты достаточно активно, они участвуют во внеучебной жизни, организовывают какие-то концерты, праздники, мероприятия. Вот, и, судя по всему, это согласовано с властями города, потому что полиция частично перекрыла движение и охраняет этот студенческий праздник. Ну видишь, какие они все независимые. Слушай, ну это хорошо, студенты они не только грызут гранит науки, хотя, наверное, это основная задача для студентов, они еще и что-то отмечают. Свои позиции. Они что-то отмечают. Вот. Так что, а мы идем сейчас в магазин в Клаудио Пирлот для того, чтобы одеть вот эту вот маленькую кнопочку. Как видите, общественный транспорт ходит в своем режиме, в своем графике. Настя решила скрыться от фантомного дождя под зонтом. Подскажи, пожалуйста, этот дождь, он сейчас здесь с нами? Вообще-то что-то капает. Что-то капает. Да, что-то капает. Ну, ладно. Если Настя уверена, что что-то капает, мы не будем ее отвлекать. От дождя тоже нужно уметь защищаться, и у нее это неплохо получается. Мне, правда, не очень удобно идти с тобой, потому что если зонт держишь ты, то ты бьешь им мне по голове. А если зонт держу я, то... На меня капает. Да. Вот такие вот у нас наши лисьи проблемы. Да. И после этого мы поедем на вокзал. И с вокзала поедем в Базель. Ну, чуть-чуть зонтик назад, это вообще ничего не видно. Превосходно. Макдональдс. Так, и вот он, заветный магазин Клаудио Пирлот. Клаудио Пирлот. Пупс, а ты готов сочинить какое-нибудь стихотворение или стишок, песенку про Клаудио Пирлот, если тебе дадут там 50% скидку? Конечно. Ну, значит, пойдем выбивать нашу 50% скидку. А сейчас мы находимся на острове. Точнее, переходим на остров. А как называется этот остров? Остров? Это же не Балчук. Остров Сита.
Остров Сите. Ну, превосходно. Слушай, мне нравится, если я сделаю поправку относительно наших вчерашних комментариев о том, что в городе очень чисто, вы знаете, с туалетами есть определенные трудности. Проявляется это в том, что люди справляют нужду где попало. Причем вчера я спрашивал у мужчины, да, где можно найти туалет, на что он мне прямо показал, типа, вот кусты, пожалуйста. Причем это человек, ну, франкоговорящий, соответственно, полагаю, что он как минимум проживает в Париже. Так что есть вот такие вот нюансы. Да, здесь какой-то праздник проходит, кажется. Такие тоже машины с антеннами, нет, это рефрижераторы. Сен-Капеле. На самом деле сегодня в городе проходят демонстрации в поддержку Палестины. Машины под дворники на лобовые стекла кладут всякие листовки пропагандистского характера. Извиняюсь. Вот, кстати, смотри, какой щит на колесиках. Удобная штуковина. Но в целом обстановка достаточно спокойная. Как видите, мы тут ходим везде, где чуть ли не через эти демонстрации проталкиваемся. И, конечно, в таких местах камеру не достаю, прям когда мы сквозь толпу это идем, дабы не провоцировать людей на какие-то асоциальные поступки, свойственные маргинальным слоям населения. Но в целом достаточно спокойная обстановка. Да, много людей. Люди ведут себя культурно. И самое главное, хорошая погода. Это факт, потому что мы выходили, был дождь небольшой. Мы даже взяли с собой зонтик из отеля, который нам любезно предоставили бесплатно. Посмотрите на эту красоту, какая она вообще маленькая, миниатюрная идет. Это просто красота. Это какая-то экскурсия. В Париже однозначно нужно минимум 2 дня, а лучше и 3. Мы сегодня за завтраком обсуждали нашу ошибку, которая заключается в том, что мы... Постоянная ошибка, я бы сказала. Да, мы нигде не задерживаемся надолго. Больше 3 дней. Да, больше 3 дней. И в нашем следующем пункте назначения мы это исправим. Да. Мы задержимся там подольше, чтобы побольше увидеть и побольше показать вам. Повторюсь, Париж – город контрастов. Здесь у нас такая милая, красивая кофейня, где можно приобрести круассан. Кстати, сэндвичи по вполне приемлемым ценам. Видно, что они такие свежие, красивые. Эклеры. Хочешь эклер попробуем? Нет, у нас просто... Ладно, давай пойдем дальше. До свидания. Вот здесь такая витрина. И уже тут у нас магазин со всякими чучелами. Видим неимоверное количество крыс, которых мне очень жаль. Они вообще не виноваты. Крысы, кстати, умные создания. Если речь не идет про ваших коллег. Бабочки. Кстати, стоят они весьма недешево. Настя, иди сюда. Смотри, какой жук большой, красивый. Тарантул, ты посмотри, Настя, вот такую штуку я бы купил даже за 95 евро. А вон жук побольше за 115. Настя, короче, ты теперь знаешь, что мне дарить на день рождения? Вот такого паука хочу, только сушеного, живого дарить не надо. Живого в дар не приму. Хотя приму, у меня же живут пауки в гараже, и дома у нас несколько пауков живет. Мы им подбрасываем мух, не трогаем их паутины, вообще не лезем в их внутреннее пространство, у нас с пауками полная гармония. Кстати, смотри, какой туалет, это прям вот здесь вот надо свои дела делать. Кошмар вообще. Так вот выглядит вход в метро. Вжух, и вы едете вниз. Слушай, это двухэтажный поезд. Это очень интересно, но у меня есть устойчивое ощущение, если мы сможем доехать на нем туда, мы как-нибудь вернемся оттуда. Нам сейчас подсказали, что на этом поезде мы действительно сможем доехать до станции Обер. Может, я неправильно сказал, я не учил французский, о чем не очень-то и сожалею. Поезд действительно двухэтажный. Даже он, знаете, он трехярусный. То есть можно посидеть на ярусе, где двери, можно подняться выше, можно спуститься ниже. Твои впечатления от такого поезда? Интересно, на самом деле. У нас Интересно? таких нет.
Ну, вот первый раз увидел, даже в голову не могло прийти, что такое бывает. Прям, кстати, очень быстро прям идет. Ну, Разгоняется. да, по ощущениям он едет быстрее, чем наш. Но проезд здесь стоит также 2,5 евро. евро 25 на человека. То есть мы в прошлый раз за обычный поезд заплатили евро 25, и здесь также. И, кстати, билетики наши, вот эти синие, они перезаряжаются, то есть его просто прикладываете и кладете деньги. И в этот раз у нас была возможность оплатить и монетами, и наличными. То есть при первой поездке в метро нам просто не очень повезло в том плане, что на станции действительно был неисправен аппарат. Но, опять же, тут кому как повезет. Если кому-то вдруг кажется, что московское метро, оно самое сложное, то нет. Во французском метрополитене тоже нужно еще разобраться. Но есть такие таблички, допустим, нужно Grand Magazines, то есть нам шоппинг-центр нужен. Есть указатели, есть театр, опера Гранье. Да, в театр мы сегодня не пойдем. Кстати, здесь и освещение хорошее на станции, и чисто. Нету запахов, приятно. Поэтому не все так плохо на самом деле. Нам, кстати, тут галерея Лафарет. We are sure that it is there, because we are going at the same place. Okay, thank you. У нас тоже подходят, спрашивают дорогу. Так, Сортье. Слушай, это выход, я так понял. Видите, билетики выбрасывать не нужно, они нужны для выхода из метро. This station. Guys. Так, это у нас здание опера Гарнье. Мы вышли на улицу для того, чтобы найти нужную галерею Лафайет, потому что здесь я вижу минимум 3, даже, наверное, 4 галереи Лафайет. Это вот 2 здания напротив, вот это вот здание, в которое мы вышли прямо из метро, и вот это здание, в котором находится нужный нам магазин Клаудио Перлот. И хорошо, что мы решили посмотреть в Гугле, а не спрашивать у местных, где Клаудио Перлот. Потому что таким образом мы поняли, что он находится в другом месте, а не в том, которое нам нужно. Теперь мне нужно найти лису. Вон она. Стоит маленькая, уже ковыряется в телефоне. Что, пойдем? Такой красивый купол в этом торговом центре, галерея. Вспоминается галерея на Восстание, которая, мягко говоря, не дотягивает до галереи. Вот такие вот потрясающие башмачки здесь продаются. Меховые, кстати, о птичках. Мех козички. Здесь мы ничего не нашли. Шопинг в Париже, это, скажем так, затея очень вялая. Гораздо лучше шопиться в Италии. В аутлете желательно. В аутлете, да, потому что цены здесь гораздо выше, выбор здесь так себе. Ну да. Ну и в целом... Большое количество магазинов. Да, большое количество магазинов, но здесь абсолютно все дороже, чем в Италии. Поэтому мы сейчас собираемся и едем в Базель. Но сначала надо перекусить. Да. Пока что все тихо, мирно. Просто очень много полицейских бусиков. И много сотрудников в форме с брониками уходят куда-то в сторону центра. Но в целом нам нравится, да, крошечка? Это Жабер со своим оркестром. По двое на каждом мопеде. Прикол. Вон там я вижу вдалеке автозаки едут в ту сторону. Собственно говоря, прямо отсюда можно лицезреть весь цвет европейского общества. Там и флаги цвета радуги без какой-то полосы, и флаги Палестины, и что-то еще. В общем, все, кто мог прийти, все пришли. Мне кажется, Насте не понравилось. Кноп, что думаешь по поводу происходящего? Ой, ну сейчас тогда все отменит, раз тебе не очень нравится. Да, короче, мост перекрыт полицией, там не пройти.
Пойдем, я видел, там полиция точечно пропускает. Честно скажу, никогда не думал, что я сам окажусь вот в центре таких событий. Кнопа, держись по правую руку от меня. Там что-то народ скандирует, хлопает. Господи, что только не происходит. Забираются на эти вышки, на эти ящики. Так, наша задача сейчас каким-нибудь образом пробраться через мост. Веселая история в журнале Ералаш. Окей, так, секундочку. Давай. Excuse me, can we get to the hotel at that side of the city? No, not do by we- this way. The another bridge. Only this bridge, yeah? Okay, thank you. Have a nice day. В общем-то говоря, нас не пропустили. Но что поделаешь, я бы тоже не пропустил. Мне вот интересно, а где работают все эти люди, которые в среду могут позволить себе принять участие в таком мероприятии? Какие-то студенты молодые, он кто-то свинью притащил. Зашли на обед в ресторан недалеко от отеля, в котором мы проживаем. Французский. Как называется ресторан? Швейцарский? Французский. Французский. Ресторан французской кухни. Взяли 2 блюда, воду, и нам это все... Пока что мы не знаем, насколько это нам обошлось. Да, пока что мы не знаем, но Порции это большие. по стоимости порядка 45 евро. То есть вот это блюдо стоило 18, Это тоже вернее, вот это 18, вот это 22. Соответственно, вода, я думаю, в районе 5 евро. Вряд ли возьмем больше. Так что мы садимся есть. Ирма Георгиевна с нами. Вот, она здесь. Она тоже дегустирует. Туалет на цокольном этаже внизу, на -1. Мы сейчас с вами находимся на 0. Погода потихонечку меняется. Ветрено и пасмурно. Прохладно. Сидели сначала на улице, но потом решили пересесть в Мите. Друзья, еще пару слов буквально о размерах порций. У нас в России, когда мы, в общем-то, задаем вопрос, да, ходим в рестораны и получаем просто микропорции, на вопросы о их размере наиболее популярный ответ что-то из разряда: ну это же итальянская кухня, ну это же французская кухня, ну это же немецкая кухня, ну это же какая-то еще там кухня и так далее. Ребят, вот французская кухня, пожалуйста. При том, что Настя на блюдо мы сейчас ели вдвоем, я от своего тоже часть уже съел. самое интересное, это, наверное, до 10 минут принесли нам эти блюда. Достаточно быстро приготовили, подали хлеб, который мы не заказывали, и за него не будет отдельной доплаты. И вот такого размера порции. В Италии то же самое. Поэтому если вам приносят маленькие порции и что-то начинают говорить невнятно про то, что ну это же европейская кухня, ну это же французская, ну это же итальянская, чушь собачья. Мы ни разу, сколько мы ели в Европе, там, в Италии, в Швейцарии, во Франции, да, в Словении, приносят большие порции. То есть я маленькие порции не видел ни разу. Поэтому все эти истории про то, что это какая-то там кухня, и поэтому такая микропорция, это все чушь собачья. А самое важное, что это безумно вкусно. Да, это безумно вкусно, поэтому я буду приступать к обеду. Всем приятного аппетита! Спасибо.